Салимецизбе, Курмете Доста, Курмете Отандоста. Дорогие друзья, я приветствую вас в городе Сан-Франциско. Меня зовут Жанна Нурбекова. Сегодня я делаю телемост между Сан-Франциско и Алматой. И сегодня у нас в гостях танцевальный алмаз Акканат Смагулова. Салимецизбе, Акканат. Рахмет. Хотела бы вас поздравить в первую очередь с победой на международном конкурсе в Берлине. Это большая гордость, не только лично ваша победа, это большая гордость Казахстана. И второе, я хотела бы сказать, что я нашла вас не сама, а нашла вас через фанатов Димаша Кудайбергена, которые посылали мне ссылочки, информацию на вас. Поэтому я живу в Сан-Франциско, нет у меня прямой связи с Казахстаном, с Алматой, узнаю только всю информацию через интернет-источники и вот через фан-клуб Димаша Кудайбергена. Как вы думаете, почему вы такой интерес имеете со стороны фан-клуба Димаша Кудайбергена? Знаете, вот на прошлом сезоне мы выступали на сцене вместе с родным братишкой Димаша, я с Мансуром Кудайбергеновым. Он исполнял свою авторскую музыку, а мы, получается, вместе танцевали. Мы, то есть, выступали на одной сцене, там же был и Димаш Кудайберген, он сидел в зале и смотрел, и тогда мы друг друга отмечали, мы Мансура отмечали, бывало, он забирал к себе, может, тогда увидели наше выступление ансамбля «Гульдер». Также я была на концерте в Астане, на концерте Димаша Кудайбергена, и я тоже его выкладывала в соцсети и отмечала его, может, тогда вот заметили его фанаты, и может, так получилось, и также потом заметили меня, возможно. И, друзья, вот обратите внимание, да, вот насколько скромный человек. Просто говорит, ну, меня там, может быть, заметили на концерте, где я выступала вместе с Димашем на одной сцене. На самом деле весь интерес к вам заключается в том, что вы являетесь ярким представителем Казахстана на сегодняшний момент, а у них большой интерес ко всем представителям, к ярким представителям Казахстана, то будь это через творчество, через науку и так далее. Вот как раз поэтому вы просто завладели вот этим вниманием огромного количества людей, Дирс и моего тоже, к вам. Когда мы говорим о вас, мы сразу же представляем вас как яркого представителя танцевальной школы Шары Жиенкуловой. Какие элементы из ее танцевального стиля вам близки? И как изменилась роль женщины в казахском танце со времен Шары Жиенкуловой? Шара Жиенкулова, она для меня, как для танцовщицы, это символ целой эпохи, символ силы, таланта и красоты казахской женщины. Это не просто великая танцовщица, это путь, целый путь, это артистка прошлого. Ну, вообще, Шара Жиенкулова — это человек, благодаря которому вообще мы сейчас танцуем, благодаря кому мы сейчас на сцене и можем говорить языком танца. Она была первая казахская танцовщица, которая вывела национальный танец на большую сцену, на профессиональную сцену. Она показала, что казахский танец может быть не только народным, но может быть и сценическим, высокохудожественным. Танцы Шары Жиенкуловой, они
Для нас как танцами наследия, такие танцы, как былкылдак, айжан кыз, келинчек. Мы по сей день, получается, танцуем эти танцы. Ну и помимо, конечно, ставятся новые танцы. Осының бәрі менің қанатымның жайылғаны, менің бақытымның өрлегені. Мен бақыттымын, өмірім менің, өнерім деген осы. С тех времен, что изменилось, сейчас в казахском танце очень много пластики, намного больше, чем было. Сейчас развивается и балетное искусство у нас в стране, поэтому мы добавляем немного и балетные. Ну, выучка уже другая, потому что у нас уже мы прошли, наши педагоги прошли большой путь, изменились именно вот в пластике тела. Возможно, мы стали добавлять больше корпуса, но основа это, конечно, вот то, что заложил нам Шара Жинкулова. Также сейчас на сегодняшний день есть такое направление, как неоказахский танец, неоказахская хореография. Это направление придумала мой наставник Садыкова Анвара Ариповна, который сейчас является главным балетмейстером ансамбля «Бульдер», кандидат искусствоведения, старший преподаватель Казахской национальной академии хореографии. Есть еще одно направление, неоказахская хореография. Мы стараемся сохранять вот то, что вот Шара Жинкулова нам оставила, а изменилось вот то, что больше мы начали добавлять пластику тела и немного танцуем сценичнее. То есть в плане у нас уже выучка немного балетная. Какой элемент из ее танцев вам более близок, вот вам по душе? Все казахские наши элементы, особенно движение рук, они имеют очень глубокий смысл. Самый, наверное, элементы это вот элементарно вот айналма, движение айналма тоже имеет очень глубокий смысл, то есть получается, если на казахском, то это «мен сіздерден барлық жақсылықты аламын және сіздерге қайтарамын». Получается, я беру всю вашу хорошую энергию и вам же возвращаю. Это тоже является, это показывает бесконечность. И также есть движение толкын. Толкын тоже, ну вот такие вот элементы, вот самые базовые, это мои, наверное, самые любимые в казахском танце. Этот элемент самый любимый, вы сказали, в вашем танце. Но вообще руки, наверное, это душа танца, да, именно казахского танца. Согласны с этим мнением моим? Согласна, потому что все танцы основаны больше на движении рук, и руками мы показываем всю свою душу, руками показываем свое уважение к природе и в целом нашу культуру. Вы же закончили не училище имени Селезнева. Я училась в Астане, в Казахской национальной академии хореографии. А чем отличается Казахская академия хореографии от училища имени Селезнева? Училище это получается там среднее специальное образование, там учатся на артиста балета или на артиста ансамбля танца. А в нашей академии есть и дошкольное образование, и школьное. Дальше дети переходят в среднее образование. Там же можно отучиться бакалавриат, магистратура, докторантура. То есть это очень такое вот высшее учебное заведение. А расскажите о ваших преподавателях. Они же до сих пор работают в этом учебном заведении, где вы закончили его? У меня очень много педагогов, благодаря которым вот я танцую на профессиональной сцене, но самые главные мои наставники — это первый человек, который меня заметил, это Шамшиев Алмат Чатарович. Он старший преподаватель Казахской национальной академии хореографии. Я до сих пор удивляюсь, как он меня заметил, потому что у меня немного интересная история. Я поступила только после 9 класса. Это на самом деле поздно для профессиональной танцовщицы. Я только 3 года отучилась, и рядом со мной на ряду учились девочки, которые имеют базовое образование школьное. Они являются бывшими артистками балета. Дальше они продолжили путь тоже, как вот я, как на артиста ансамбля танца они отучились. На первом курсе уже меня заметил Алмат Чатарович.
ему очень благодарна и буду благодарна всегда. Қазақ қызы намысым сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалақ аналардың көзіндей, баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей, намысыңды ерлерім қорғас екен көзілме. А кто ставил вам танцы для международного конкурса в Берлине? Также вот, получается, в Берлине я выступала, танцевала 2 номера. Это номера очень разные по характеру, они контраст друг другу, но при этом дополняют очень хорошо. Первый номер я танцевала танец Акпу, хореография Садыковой Анвары Ариповны. Там я показывала грацию, красоту и всю пластику тела казахской девушки. Ну, ей вот эту программу Акканат назвали ее, программу. Ее Акканат зовут. А на втором туре я танцевала танец Ерке Бала. Постановка Шамшиева Алмата Шердарович, который вот меня заметил, как раз-таки и вывел на большую сцену. Уже на 2-м курсе, я была очень маленькая тогда, и уже я первый мой конкурс прошел на сцене театра «Осна-балет», и конкурс как раз-таки имени Шары Жиенгуловой. А вот в Берлине вот номера вот ставили вот мои наставники, Садыкова Анвара Ариповна и Шамшиев Алмат Шердарович. Вот 2-й номер, как я сказала, Ерке Бала, я танцевала в роли мальчика, озорного, такого, получается, 2 контрастных номера. Вы знаете, друзья мои, я хочу сказать, что в Берлине конкурс был не национального танца вовсе, а просто танца, современного танца, который на сегодняшний день актуален в мире, в мировом сообществе. Это не танец народный, как вы думаете. Это был довольно-таки большой международный конкурс. И вот на таком конкурсе Акканат победила вот этот конкурс. Представляете, дорогие друзья? Это как надо вот расположить жюри, как надо, насколько надо танцевать. Наверное, у вас 2 танца были совершенно разные экспрессии. Да? Первый танец мы видели, его демонстрируют везде, на всех каналах. Это танец лебедя. А 2-й танец, вы сказали, он был экспрессивный, да? Угу. Да. Какие были ваши эмоции, когда вы услышали в момент, когда вас объявили победителем этого конкурса? Честно, я до последнего, вот обычно вот это мой не первый конкурс, и когда вот участвую на конкурсах, я уже примерно знаю, какое место я могу получить, потому что я смотрю других участников и уже примерно анализирую и понимаю, что могу ли я получить какое-то место и какое возможно место. И часто это бывает на конкурсах, я бываю вместе с педагогами, они смотрят со стороны и могут подсказать, что было не так. А в этот раз в Берлине я была совсем одна. Я даже не могла до своего номера посмотреть другие номера, потому что я очень сильно переживала. Очень много было участников, и все они были сильные, я это признаю. И я до последнего не знала, пройду ли я на гала-финал. Я помню, мы ждали до ночи, ждали вот эти вот списки, кто пройдет на финал. Я так и не дождалась. Ночью очень переживала, и только утром увидела, что я все-таки прошла именно номером АКУ. До последнего не знала, вот смогу ли я получить какое-то место или нет. Я даже уже морально подготавливала своих педагогов, писала им, что главное участие. И когда вот объявляли, уже я понимаю то, что тех, кого я примерно думала, их уже объявили, то есть получили 3-е и 2-е места. И когда вот 1-е место назвали вот мою фамилию, Казахстан, объявили то, что вот 1-е место, я очень сильно, конечно, я сначала не поняла, я вышла на сцену, получила все, а потом радость и вот это вот облегчение какое-то пришло после, и уже с этого театра я вышла уже вдохновленной. Я не особо знаю английский язык, и я была совсем одна в Берлине, но уже тогда не было какого-то страха, я уже шла пешком, и такое ощущение было, что вот гора с плеч, потому что я представляла не только себя, за мной целый ансамбль, целая большая концертная организация «Казахконцерт», моя академия, мои педагоги и, конечно же, наша страна, Казахстан. Я представляла
Казахстан, поэтому я просто была очень счастлива и рада, что в первую очередь я смогла доказать себе, что я могу. Дальше это, конечно же, гордость и радость за свою страну. На такой сцене в Германии, в Берлине, золото. Ну, эти чувства не описать просто словами. Я была очень рада, что все получилось так, как получилось. Канат, а что было самым трудным на пути к подготовке к конкурсу? Подготовка к конкурсу — это не про один день, конечно, это не первый мой конкурс был. Я уже проходила такой путь, то есть, получается, я участвовала на множество конкурсах и фестивалях. Я знаю, что такое конкуренция. Именно в Германии я готовилась около 2 месяцев. В чем была сложность? Это в том, что до конкурса в Германии у меня была небольшая пауза. Я, получается, немного вышла из формы. Подготовка, мы готовились вот зимой, получается, когда вот многие начинают болеть. Я вот заболела перед конкурсом. И плюс то, что вот был перерыв, то, что в форме, я за это переживала. И именно в этот период я, получается, устроилась в ансамбль «Гульдер». До этого я 3 сезона проработала в театре «Осна-балет». Получается, я оттуда ушла и только устраиваюсь в Гульдер, и меня уже отправляют на конкурс в Германию. А там есть и другие артисты, которые уже давно танцуют в ансамбле Гульдер. Было немного неудобно в плане то, что я вот устроилась и сразу собираюсь вот на конкурс. И это вот дальше то, что я не в форме много. Вот нужно было быстро прийти в форму. И вот номер Еркебала, вот он мне... Сложный номер для меня был Еркебала, потому что в жизни я сама такая, не больше по душе лирика, женственные номера, а там, получается, я танцую танец озорного мальчика, такого чабана, легкого, живого, игривого. И это во мне такого нет на самом деле в моей природе. И мне пришлось вот это вот все себя как-то... Я стеснялась, не могла на себя смотреть в зеркало. Но вот меня подготавливал Алмаз Шандарович, а там вот такие движения, как вот мальчик прям руками берет, ест мясо, вот такие вот откровенно такие вот сцены, и там много кувырков, таких трюков, как, то, что танцуют мальчики обычно. И в этом плане были сложности, то, что я должна была переключиться с грациозного лебедя сразу в такого вот мальчика, и в этом была сложность, и также немного я переживала за то, что я вот одна поехала на конкурс, потому что все равно, когда вот с педагогом, это намного... Педагога не было рядом, да, и немного я все-таки вот хочется поддержки и наставления педагога рядом. Что, не профинансировали поездку педагога? Не профинансировали или педагог заболел? Нет, финансы, да, конечно, финансы, и в Берлине да, только за свой счет, получается. Поэтому я не могла уже педагога тоже с собой взять, и они меня вот доверились и отправили меня одну. Но мы знаем много таких историй, когда, например, Алибек Нишев тоже поехал. По-моему, тоже в Берлин на международный конкурс, он тоже был без педагога, и вот если вы знаете историю, то педагог ему написал 3 письма, где он должен был открыть на каждом этапе его выступления. В конце она написала: «Я знаю, что ты выиграешь. Я знаю, что ты выиграешь, потому что у тебя уникальный голос». И он выиграл на самом деле. А почему вы приготовили именно эти танцы? Что вы хотели сказать зрителю через эти танцы? В первую очередь, это когда вот участвуем мы на конкурсе, это очень важно хорошо подобрать репертуар, чтобы педагоги хотели меня раскрыть, показать в разном амплуа. Получается то, что вот казахская танцовщица, девушка может быть и грациозным лебедем, и также может резко переключиться и показать себя в совсем другом виде. По-моему, жюри это оценило, и поэтому не зря вам дали 1 место, вы выиграли этот конкурс, а после вас не было никого, не присудили никому 2 место. То есть этим самым они насколько уважение проявили к вашим, во-первых, педагогам, да, то, что выбрали совершенно 2 разных по стилистике, по экспрессии танца, и, во-вторых, вот за ваш профессионализм. И показали тем самым, что вы достойны, вы на самом деле алмаз, танцевальный алмаз на сегодняшний день, который представлял Казахстан и представляет Казахстан
на мировой арене сейчас? Мне кажется, да, на самом деле вот они это заметили, жюри, то, что вот разные характерные танцы, это даже там не только про техника меняется, очень разные контрастные номера. Я еще не хотела танцевать Диргебала, я думала, может, я не смогу, он мне не идет, я не хочу, я хочу танцевать лирику. Вот тогда мне и педагоги объяснили то, что мы должны вот как артисты быть разножанровыми, чтобы могли показать себя с разных сторон. Мы не должны быть всю жизнь... Они хотели показать технику танца через вас, они хотели показать, какой профессионал, и они хотели показать вашу природу, что вы по природе своей человек, который может танцевать разные танцы. Это же не каждому дано. Я правильно говорю? Ведь танцы танцуют у вас же тоже, у вас есть определенные стили танца, и каждый танцует свой стиль, да? Так это? Да, вы правы. А что вы хотели этим самым, что ваши педагоги закладывали в эти два танца? Что они хотели показать зрителю через эти танцы? Вот получается вот Ахку, вот первый номер, это про внутренний мир, это про тишину, это про красоту природы, а другой вот про энергию, свободу и широту нашей души казахской, широта души, которая вот свойственна нашему народу. Танцы — это все-таки часть культуры нашей, они говорят о нас без слов, и было важно исполнить не только вот технику, а передать вот их душу вот, нашего народа, казахскую девушку и вот озорного такого мальчика-чабана тоже. А какие у вас ближайшие планы? Что у вас какие-то конкурсы намечаются в ближайшее время? И вот после такой именно награды, какие конкурсы вас ожидают в будущем? Я уже стала лауреаткой более 30 международных и республиканских конкурсов, поэтому я немного сейчас успокоилась и направила все внимание на другой проект. Про этот проект я вам сейчас расскажу. Пока мы это не афишировали, да, но я поделюсь. Анонс это ваших планов сейчас в нашей программе. Хорошо, мы слушаем вас внимательно. Бугерса, я готовлюсь к своему первому сольному концерту, который пройдет в ноябре. Сейчас я готовлюсь, получается, не на конкурсы, а вот на свой сольный концерт. Это очень для меня важно. И все внимание сейчас у меня направлено на этот проект. Мы готовимся. Уже сейчас вот начали подготовку потихоньку. И для меня это действительно очень важно, потому что это моя мечта с детства, которая вот-вот воплотиться в реальность. Сейчас я больше думаю не о конкурсах, а уже вот направила свое внимание на этот проект, на свой сольный концерт. А вы свое творчество не связываете с творчеством Димаса Кудайбергена? Может быть, вы задумали какой-то новый проект вместе с ним? Потому что все-таки вы уже две мировые звезды Казахстана. И я думаю, что если бы было какое-то единение в одном проекте, два больших творческих человека в одном проекте бы выступили, было бы очень красиво. У него есть песни ведь о лебедях, правда ведь? Вы могли бы там станцевать? Есть у вас это в планах? Знаете, я очень-очень сильно восхищаюсь и уважаю труд и талант Димаса Кудайбергена. Я каждый день слушаю его песню «Ахкум». И вот я сейчас, вот у меня такой период жизни, когда я вот думаю о своем сольном концерте, и я каждый день слушаю в наушниках его песню, именно вот «Ахкум», и представляю, как может пройти мой концерт. Мне сразу наворачиваются слезы, потому что именно эта песня очень мне близка по духу, кажется.
Но, знаете, вот я бы очень хотела, конечно, но для меня это кажется немного невозможным. Ну почему невозможно? Все возможно. Вы же выиграли конкурс, международный конкурс в Берлине. Оказалось возможным. Вы Для Димаша мне еще работать и работать, чтобы вместе, может, где-то выступить или там сделать коллаборацию какую-то. Конечно, у меня было в идее, я вообще очень хотела просто хотя бы сделать видео. Именно вот еще есть песня «Любовь уставших лебедей», тоже очень красивая. Но не знаю, пока мы думаем, что до Димаша нам еще далеко, поэтому пока так серьезно не задумывались. Я даже вот предлагала своим педагогам, я думала, может, хотя бы просто на его песню. Ну, не знаю, пока педагоги тоже в этом не уверены, то что это вообще возможно как-то сделать. желаем вам этой коллаборации, желаем, чтобы вы не только с Димашем делали такие коллаборации, такие творческие интересные проекты совместные, но и с другими танцорами, с певцами, творческими людьми. Пусть у вас будет хороший продюсер, Спасибо. пусть у вас будет замечательные педагоги не только казахстанского уровня, но и международного уровня, мирового уровня, потому что вы этого всего заслуживаете. Я, как уже сказала, вы алмаз, танцевальный алмаз Казахстана. Скажите, пожалуйста, если вернуться к биографии Шары Жиенкуловой, что вас трогает в ее биографии? Как вы относитесь к тому, что она ведь прошла через развод, все-таки осталась иконой женственности, как вы сказали, и силы? Может ли такая судьба вдохновлять женщин на свободу, творчество, выбор себя? Да, я знаю ее личную историю, но, знаете, больше я ее знаю как вот танцовщицу, и я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, поскольку я вот вижу ее как танцовщицу и интересуюсь именно ее творчеством и смотрела ее кадры. Это, конечно, легенда и вдохновение. Конечно, она сильная женщина, многим пример. Просто поскольку я еще сама тоже совсем молодая и не замужем. А сколько вам лет? Мне 24. Ой, ну на самом деле очень молодая, да, очень молоденькая. И не замужем, дорогие друзья, вот посмотрите, пожалуйста. 24 года, а уже каких успехов достигла девушка? 24 года. Какие у нас все-таки таланты в Казахстане? Ну, пусть этот разговор у нас останется в будущем, хорошо? Я думаю, что вот такие вот подкасты у нас будут еще и еще, потому что каждый подкаст, он будет обязательно о каких-то ваших новых достижениях. И я вам желаю, чтобы у вас эти достижения были, чтобы вы не останавливались на достигнутом, а продолжали дальше быть символом Казахстана, который несет, вот вы несете в себе не только традиции казахского народа, да, через танец, но и вот показываете это через современное искусство. А это дорогого стоит, дорогая Канат. Ну, наверное, мы на этом завершим наш подкаст, потому что я думаю, что у нас еще будут много других подкастов. А сейчас я хочу еще раз пожелать всего самого наилучшего, Акканат. Акканат, а что вы бы пожелали нашим Тирс, нашим, людям, которые любят Димаша? Во-первых, конечно, я желаю вам и всем вашим близким здоровья, это самое главное. Желаю вам всем счастья, просто человеческого. И, конечно же, я желаю творческих успехов Димашу Кудайбергенову, чтобы он продолжал вас радовать своими гениальными песнями. Я очень рада, что у него есть такие вот поклонники его творчества за рубежом Казахстана. Я ему очень благодарна, что он так достойно представляет нашу страну. И это очень важно, когда тебя, вот творческого человека, поддерживают. Это на самом деле очень важно. И я рада, что есть Дирс и в таком количестве, и за рубежом, и то, что вы всегда интересуетесь, пропагандируете его творчество за рубежом, поддерживаете его. Я думаю, на самом деле для творческого человека это очень-очень важно, человеку искусства. Поэтому я вас всех очень благодарю, вас благодарю, спасибо вам, что вы вышли со мной на связь. Это для меня тоже очень дорогого стоит, и мне очень приятно сейчас
беседовать. И благодарю вас, благодарю всех Дирс, благодарю Димаша Худайбергенова, что благодаря ему вот меня вот так вот заметили, и я сейчас вот сижу с вами, беседую. Всем желаю просто здоровья, творческих успехов, неиссякаемого вдохновения, мира всем нам. Но мы заметили вас не только с помощью и через Дирс Димаша Худайбергена, мы заметили вас в новостях, в первую очередь в казахстанских новостях, когда казахстанские новости очень красиво сказали о вас, что вы выиграли конкурс. Это была большая победа, это большая гордость была за Казахстан. Вот мы живем в США, в частности в городе Сан-Франциско, и мы всегда очень болеем душой за Казахстан. Вот скоро будет концерт Димаша Кудайбергена 5 октября. Я обязательно туда поеду и буду делать видео, рассказывать буду о том, как я поехала, какими фанатами я встретилась, что они желают Димашу. Все это я буду делать на своем канале, поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, будьте вместе со мной всегда. Не пропускайте информацию, информация будет очень интересная. Вот. А Канат я хочу пригласить на этот концерт. Он состоится 4-5 октября в Нью-Йорке. Да, обязательно. И своими глазами уже увидеть концерт Димаша Кудайбергена и поздравить его уже там, за кулисами, с вот таким прекрасным концертом в Нью-Йорке. Спасибо большое вам. А Канат, а мы теперь ждем и ваши концерты здесь, ваши творческие вечера. Я думаю, что вы начнете свои творческие вечера именно с США, именно с города Сан-Франциско. Спасибо большое, я очень на это надеюсь. Спасибо. Если будет нужна какая-то наша помощь, мы уже знаем много творческих людей, которые здесь проживают. Пожалуйста, всегда обращайтесь к нам, мы как можем будем вам помогать с вашими концертами, с вашими выступлениями здесь, уже в Америке. Благодарю вас очень, спасибо вам большое, мне это очень важно, я очень ценю. Спасибо большое. Все, на этом мы хотим с вами попрощаться. До новых встреч. До свидания. Сау болыңыз. До свидания, спасибо. Олар тек саған мейірледі, себебі тек сен